Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему работы и бизнеса в ближайшее время. В ближайшее время каждый сам для себя загадывает, для кого-то это будет неделя, для кого-то месяц, но давайте не больше 3, потому что чем меньше срок, тем точнее получается расклад и прогноз. Итак, будет 3 позиции. Первая. Смотреть будем все на Таро гномов. Это максимально такая удачная колода для того, чтобы проанализировать дела, касающиеся работы. Итак, 3 позиции. Давайте посмотрим, насколько вы довольны своей работой сейчас. Так, а здесь неопределенность, здесь пустая карта, здесь какие-то моменты, которые требуют решений, подсказок и так далее. Ну, давайте будем подсказывать. Насколько довольны своей работой сейчас? А вы знаете, здесь вполне довольна. Карта императрицы – это прекрасный старший аркан, еще в сочетании с императором. Здесь вы занимаете либо руководящую должность, либо руководство к вам благосклонно. Но почему пустая карта? Потому что сейчас какая-то ситуация подвешенная, да, карта повешенная. Возможно, приходится чем-то жертвовать, возможно, приходится много работать, либо дела идут не так, как вы планировали, приходится от чего-то отказываться вам. И какие здесь будут перспективы? Что на перспективу? А все будет хорошо у вас. Сейчас даже несмотря на трудности, у вас все сложится максимально благополучно, потому что здесь, смотрите, такой момент, что вы сможете с этой ситуацией справиться, но если вдруг вы самый малейший недочет не учтете, это может привести к потерям. Приведу пример. Смотрите, вы работаете в индустрии красоты. К вам приходит недовольная клиентка и говорит: у меня ноготь сломался. Вместо того, чтобы тут же переделать ей маникюр, да, сделать ее ноготочек, вы ее отсылаете там на 2 недели дальше. Она идет в Роспотребнадзор, например, и пишет жалобу. И вот это и становится той потерей, которую вы изначально, которую, точнее, вы получили изначально, не учтя вот эту мелочь. Поэтому здесь каждой мелочи уделяйте сейчас внимание, иначе здесь, да, крах неизбежен. Но у вас есть все шансы на то, чтобы вырулить, чтобы выстоять и добиться того, чего вы хотите, потому что ваши позиции, в принципе, изначально нерушимы. Далее, смотрите, финансовое положение давайте посмотрим в ближайший месяц. Смотрите, а здесь помощь, скорее всего, будет. Здесь за счет объединения с кем-то, да, либо партнерства, либо сотрудничества, либо помощь какого-то человека, с которым вы очень хорошо взаимодействуете, вы получаете возможности реализовать те планы и задачи, которые намечались себе, да. Здесь помощь будет однозначно, поэтому финансовых трудностей не намечается. Каковы здесь надежды и опасения, на что нужно обратить внимание? Вам нужно суметь сберечь свои позиции. Что для этого сделать? Только что сказала, озвучила, да, каждой мелочи уделяйте внимание. И смотрите, здесь все зависит от вас. Здесь есть возможность выйти на новый уровень, даже есть возможность открыть какое-то новое направление, обучиться какой-то новой специальности, да. Возможно, даже получить новую должность, да, для кого-то что? Для кого-то актуальна новая должность, для кого-то внедрение какой-то дополнительной отрасли в бизнес. Но здесь все будет зависеть от вас, только от вас. Карта Маг, Сапожник, она говорит о том, что все в ваших руках. И вам действительно нужно постараться сохранить все, что у вас есть. Не пренебрегайте теми, так скажем, богатствами, ресурсами и той стабильностью, которая у вас уже есть. Какой совет карт здесь для вас будет? Давайте посмотрим. Будьте дипломатичны. Все конфликты, смотрите, а конфликты здесь могут назреть, да, у нас выпадало это уже.
здесь нужно решать очень мирно. Здесь нужно стараться не доводить до споров и ссор. Для кого-то отыграется получение дополнительных знаний. Это могут быть курсы какие-то, повышения квалификации. Это может быть получение и освоение какой-то новой специальности, профессии. Здесь все это будет на пользу. Но вы должны помнить, что каждой мелочи вы должны уделить внимание. Здесь нельзя пренебрегать тем, что с вами происходит, потому что то, насколько успешно будет складываться ваша дальнейшая работа и бизнес, зависит напрямую от вас. Благодарю вас, первая позиция. Буду благодарна лайкам вашим, комментариям, подпискам особенно. Благодарю всех за просмотр и идем ко второй позиции. Итак, ситуация сейчас. Отшельник. Кто-то может быть вообще без работы, либо на грани увольнения, либо в отпуске, либо на удаленке. Ну, карта отшельник говорит сама за себя, да, здесь человек в уединении. Итак, насколько вы довольны своей работой сейчас? Опять императрица у нас. Опять карта повешенной. Так, и пятерка булав. Смотрите, здесь ситуация такова, что, скорее всего, вот как раз в результате какой-то мелочи, какой-то оплошности вашей же, вы лишились того положения, которое у вас было. И здесь тому последовало либо увольнение, либо понижение в должности, либо какие-то проблемы, которые на сегодняшний день имеют место. Какие здесь перспективы? А здесь все очень зависит от вас. Смотрите, если вы постараетесь, если вы правильно, грамотно подойдете к решению вопроса, причем здесь вопрос должен решаться полюбовно. Карта рыцарь кубков – это, смотрите, обольщение, да, то есть где-то улыбнуться, где-то с кем-то побеседовать, с тем начальником, начальницей, которая вынесла вердикт об увольнении, с тем сотрудником, из-за которого случилась вот эта вот неприятность. Здесь нужно суметь договориться. Возможно, пригласить на чашку кофе, либо на корпоративе, да, выпить лишний бокал вина. Но здесь все зависит от вас. И восстановление в должности здесь оно вполне возможно. Но на ближайшее время, смотрите, карта отпуск, она говорит о том, что либо здесь работа будет не в полном объеме, либо такая работа, что не бей лежачего. Но для того, чтобы эту работу либо заполучить назад, либо вот быть восстановленной в должности, нужно будет, ну, с кем-то найти общий язык и компромисс. Далее давайте посмотрим финансовое положение в ближайший месяц. Смотрите. Так, доходы здесь будут. Доходы будут однозначно, но вам нужно помнить о том, что здесь, скорее всего, тому человеку, который вам поможет, нужно будет помочь тоже. Потому что карта милосердия говорит о том, что предвидятся какие-то расходы, которые связаны с заботой о другом человеке. И здесь вам нужно сделать правильный выбор. Здесь вам нужно правильно распорядиться своими финансами, своими средствами. И посмотрите, какое сочетание милосердия и иерофант. Здесь нужно действовать с позиции справедливости. Не жадничать, но и не расточительствовать. Здесь нужно действовать так, как будет вот именно правильно, да, по-божески, как будет хорошо для всех. Далее смотрите, у нас надежды и опасения на ближайшее время. Надежды и опасения.
Смотрите, ну у вас может быть опять же все хорошо, все прекрасно, но для этого вам нужно будет суметь договориться. Опять же, карта дипломатии, эта карта говорит о том, что важно уметь найти общий язык. Общий язык с теми, с кем вы работаете. Плюс, смотрите, если вы договоритесь, то здесь у вас 100% карта туз чаш — это удовольствие, это полная чаша, да, это то, когда мы наслаждаемся и своим положением, и отношением в коллективе, и размером заработной платы. Плюс здесь, возможно, нужно будет вынести из этой ситуации какие-то уроки, да. Паш мечей это у нас студент, это навыки, это знания, возможно, также получение и освоение какой-то новой информации, которая вам в дальнейшем пригодится. Далее, какая будет обстановка, каким будет настроение в ближайший год? Будет много общения, будет расширение связей, но также возможны перемены. И опять же, смотрите, тем людям, которые вам помогли, потребуется ваша помощь. Вот эту помощь и поддержку нужно оказать. И перемены, с чем они могут быть связаны? Да, то, что вы как будто бы окажетесь в плену обстоятельств, да, то есть когда-то вам помогли, а теперь долг платежом красен. Вы должны учитывать те обстоятельства, от которых будете зависимы. Но здесь нужно уметь подождать, потому что здесь будет результат, но результат будет не сразу. Потому как здесь потребуется время на реализацию каких-то планов. Какой совет дают вам карты? Действуйте полюбовно, да, действуйте мягко очень, открыто, действуйте с нежностью, с улыбкой, как в мультфильме про крошку енота, когда он подошел к тому, кто сидит в пруду, и улыбнулся ему, да, здесь всех конфликтов можно избежать улыбкой. И смотрите, очень много внимания старайтесь уделять финансам. Финансы могут быть связаны с мужчиной, с непосредственно руководителем, который может оказать вам какую-то помощь и поддержку. Благодарю, двоечки. Всех благодарю за просмотры, за лайки и комментарии, особенно за подписки. Идем к третьей позиции. Так, третья позиция самая шикарная. Здесь сразу же выходит карта Иерофант. Это карта, во-первых, которая указывает на хорошие финансы, и карта, которая указывает на духовность, на правильность. Она указывает на то, что вы на своем месте. Итак, насколько довольны вы своей работой сейчас, троечки? Давайте как следует перемешаем, чтобы карты у нас не повторялись. Итак, насколько вы довольны своей работой сейчас? Довольны. Довольны, все в ваших руках. Вы знаете, здесь очень, кстати, вот эта карта Иерофант, она говорит, что вы на своем месте. И здесь же выходит карта опыта. Эта карта говорит о том, что вы не только можете сами добиться хороших результатов, но и чему-то научить других. Здесь все то, что вы вкладывали, вложили ранее, оно не только сейчас уже приносит все эти результаты, но и гораздо больше результатов принесет вам в дальнейшем. Поэтому да, вы находитесь на своем месте, и работой своей вы довольны. И знайте, что в будущем здесь ваше удовольствие, ваша удовлетворенность от того, как вы работаете, где и с кем, оно еще будет расти и увеличиваться. Каковы здесь перспективы? Так. Смотрите, ну для тех, кто еще не в браке, есть возможность встретить на работе того человека, с кем у вас будет семья.
Для тех, у кого с личной жизнью все хорошо, здесь в любом случае есть люди, которые готовы вас всегда поддержать. Возможно, какие-то неприятности, но здесь, скорее всего, не с теми людьми, с которыми вы работаете, а, возможно, с каким-то вышестоящим лицом, да, с руководителем либо вышестоящей организации, либо с вашим непосредственным директором-начальником. Но здесь всегда ваша предусмотрительность, ваш опыт, ваша компетентность вам поможет обойти все острые углы. Плюс, опять же, есть люди в коллективе, которые готовы оказать вам поддержку. Поэтому здесь трудностей, споров и даже конфликтов не бойтесь. Финансовое положение в ближайший месяц. Ой, ну здесь все очень хорошо. Успешные сделки, премии, но кому-то придется, знаете, как будто бы повоевать, да, это может быть вот как раз то, о чем мы говорили чуть ранее. Возможно, придется защитить свои интересы. Начальник скажет: а вот не дам я тебе премию, а вы скажете: нет, я имею право получить премию, потому что вот так, вот так, вот так. И ваши коллеги, они вас поддержат. Далее у нас надежды и опасения. Работы будет много. Вот вы как идете на своем месте, да, вот так все у вас и есть. Работы будет много. И смотрите, в тот момент, когда вам становится тяжело, не бойтесь попросить помощи у тех, кто рядом с вами. Не бойтесь делегировать. И свои страхи, все свои опасения какие-то вы уберите. Потому что страхи здесь могут мешать. Всегда есть люди, которые могут вам помочь в решении тех или иных вопросов. Потому что здесь действительно будет много обязанностей, большой объем работы, соответственно, и большая прибыль, большие дивиденды с того, что вы вложили. Но иногда вам может оказаться не под силу со всем этим справиться, поэтому не бойтесь просить о помощи тех, кто рядом. Какое будет настроение, какая будет обстановка в ближайшее время? А все будет хорошо. Смотрите. Во-первых, вы четко на своем месте, да, как я уже раньше сказала. Плюс вы можете, ну, так скажем, защитить свое положение, укрепить его и утвердить, да, то есть подтвердить, как подтверждают какой-то документ, там, статус, разряд, там, доктора, еще какие-то специалисты. Вот вы подтвердите еще раз то, что вы на своем месте. У вас будет полная свобода действий в отношении того, что вы делаете, что вы получаете, что вы имеете. Здесь вы действительно очень компетентны, и любое дело вам с легкостью удается. Плюс смотрите, когда что-то вам становится не то, что не под силу, а где-то вы устаете, где-то требуется помощь. Всегда есть люди, которые готовы прийти к вам на помощь. И здесь в ближайшее время будут доступны вам какие-то, здесь прям вот оракульно, да, казна, какие-то финансы или финансовые вопросы, которые относятся вот непосредственно к финансам вашей организации, да, к финансам вашего бизнеса, и нужно будет умело ими распорядиться, потому как доверие вы заслужили, доверием вы обладаете. Какой совет дают вам карты? Смотрите, если вам еще есть куда расти, если возможен еще карьерный рост, если вы не самую высокую ступеньку в иерархии ваших должностных лиц занимаете, то здесь стремитесь к карьерному росту. Возможно, для того, чтобы занять вот эту более высокую должность, вам придется чему-то научиться. Это новая специальность, это курсы повышения квалификации, это еще что-то, это, возможно, просто даже жизненные уроки. Не бойтесь перемен. Не бойтесь что-то менять. Для того, чтобы идти вперед, перемены нужны, нужно отпускать старое, нужно учиться чему-то новому. Поэтому третья позиция. Здесь вы на своем месте, но вам еще есть куда стремиться. Поэтому нет предела
предела совершенству. Знаете, что рядом есть люди, которые готовы вам помочь, поэтому двигайтесь вперед. Благодарю троечки, благодарю всех, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, как у кого что отыгрывается. Благодарю всех за просмотр и до встречи в новых видео.